Привет, друзья! Привет, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами «Счастье есть». И мы, Олеся и Андрей. Привет. Привет, привет и добро пожаловать! Готовить сегодня с вами будем цибрики. Ты когда-нибудь слышал про цибрики? Нет. Друзья, признаюсь, я тоже никогда не слышала про цибрики. Буквально на днях мне попался рецепт этого замечательного блюда, а блюдо это белорусской кухни. Так что, белорусы, спасибо вам за этот рецепт. Так, и что нам для этого понадобится? Очень немного. Картошка. У меня 3 картошки и половина такого довольно-таки крупного лука. Если у вас не крупный, берите один. Панировочные сухари, мука, соль, перец и красная паприка. Вот и все. Так, теперь первым делом нам надо измельчить картошку. Измельчать я ее буду в блендере. И, наверное, сейчас белорусы скажут: Олеся, ты что, обалдела? Какой блендер, нам тереть на терке? Да, можно натереть на мелкой терке, но я, тем не менее, воспользуюсь блендером. Видите? Так, нарезаю ее помельче, чтобы нашу блендеру облегчить жизнь, процесс. И складываю в чашу. Белорусы, если смотрите нас, напишите в комментариях, откуда возникло такое поэтичное название. Может быть, вы знаете, объясните нам, что оно означает. Так, сюда же буду отправлять лук. Ну вот так измельчили картошку с луком. И теперь я это все сразу перекладываю в дуршлаг. И продолжаю измельчать овощи. Измельчили картошку с луком, и теперь очень важно, прямо огромный восклицательный знак, акцентирую ваше внимание на этом шаге. Мы это все оставляем в сторону, чтобы стекла лишняя жидкость. Ее там много, она должна стечь максимально. Это очень важно, это самый важный момент, на котором я хочу заострить ваше внимание. Практически от этого шага будет зависеть все наше дальнейшее приготовление. Так что набираемся терпения и ждем, пока сольется лишняя жидкость. Это немаловажно. Вернее, это очень важный шаг. Правильно? Это самый важный шаг. Самый важный. Ну вот, стекла наша жидкость, прошло 17 минут, и я вижу, что процесс остановился. Так, можно заметить, что остановился. Да, вот действительно жидкость текла, масса осталась. А вот что-то интересное появилось новое. Ингредиенты. Вот это что за смесь Да. такая? Друзья, смотрите, пока стекала наша жидкость, я подумала, что было бы совершенно не лишним и неплохо к нашим цибрикам приготовить чудесный соус. И для этого нам понадобится греческий йогурт, самый обычный греческий йогурт, у меня это 140 грамм, укроп и чеснок. Также понадобится соль. Все. Но к этому мы вернемся позже. А пока, значит, хочу обратить ваше внимание, видите, там помимо вот этой жидкости, там такое белая субстанция. Смотрите, задача теперь такая: жидкость слить, а вот белый крахмал, чтобы максимально остался. Этим и займусь. Так, ну вот, обратите внимание, вот это вот белое, что это белое? Белая, да, жидкость, это крахмал. Так, и теперь мы сюда возвращаем картошку с луком. Теперь сразу налью небольшую кастрюльку растительного масла. Не сказала вначале, но понадобится растительное масло. Немного растительного масла. Да нет, довольно-таки прилично. И теперь это масло я отправляю нагреваться. Так, теперь займемся, вернее продолжим заниматься
нашей картошечкой. Так, приправим, добавим сюда соль. Так. Добавим сюда перчик. Добавлю красную молотую паприку. Ой, какой цвет будет шикарный у наших цыбриков. И теперь добавляю муку. Сейчас будем смотреть на вас. Ну, я так думаю, где-то понадобится. Раз, два, три, четыре, пять. Это вот. Перемешиваем. Я думаю, что надо добавить еще пару ложек муки. Итого 7 столовых ложек муки у нас получилось. Я думаю, это уже будет итого. Ну вот, размешали наше тесто. Теперь будем формировать цыбрики. Смачиваем руки водой. Берем небольшие шарики, будем формировать. Вот так вот. И обволакиваем их в панировочных сухарях. Так, масло хорошо разогрелось. Масло должно быть очень хорошо разогрето. И выкладываем в него наши цыбрики. Аккуратно бережем пальцы. И теперь задача довести цыбрики до золотистого цвета. Так, смотрим. Смотрите, какая красота. И теперь я выкладываю наши цыбрики на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее маслице. И закладываем следующую партию цыбриков. Так, пока дожаривается последняя партия наших цыбриков, приготовим к ним соус. Так, как я уже говорил, для этого нам понадобится самый простой греческий йогурт. Сюда мы добавим чеснок. Чеснок буду измельчать при помощи специального прибора. Так, вот у меня тут один зубчик. Так, добавили чеснок. Сейчас проверю быстро, как там наши цыбрики. Цыбрики отличные просто. Красавчики. Ну, добавлю сразу щепотку соли и перемешаю. И теперь сюда добавим укроп. Возьму одну веточку сначала. Посмотрим. Перемешаем. Так, добавлю-ка я еще укропа. Укроп мне помешает. Правда, вы согласны со мной? Да, абсолютно согласен. Да, друзья, так как мне в последнюю очередь пришло в голову приготовить еще и соус с цыбриком, я не позаботилась. А на самом деле сюда очень хорошо подойдет маринованный огурчик. Соленый. Соленый. Соленый, маринованный. Так, все, соус к цыбрикам готов. Как вы видите, это элементарно и очень быстро. А я пошла снимать последнюю партию наших цыбриков. Так, снимаю последнюю партию наших цыбриков. Вы посмотрите, какие они красивые.
Ну вот, дорогие мои, наши цибрики готовы. Давайте их скорее пробовать. Смотрите, какие они хрустящие. Слушайте, Какой соус? боже мой, как это вкусно! Хрустящая корочка. И такая нежнейшая начинка внутри, я вам сейчас покажу. Так, соусом. Освежающий соус. Боже мой, ребят, цибрики. Это просто очень вкусно. Это чёрно. Давайте посмотрим, я вам покажу, как они выглядят внутри. Так они. Андрей, ну у тебя какое впечатление? Очень зачетно. Продажные цибрики. Которые скрыты, я тоже. Очень хорошо с таким соусом. Очень. Ну что, приготовили цибрики. Ребята, это очень вкусно. Я прямо жалею, что я только недавно к своему стыду узнала про это чудесное национальное блюдо белорусской кухни. Молодцы, белорусы. Очень вкусно, правда. Невероятно вкусно. Готовится быстро и просто. Продукты все самые простые. Мне кажется, тот факт, что я именно измельчила блендером, придало просто вот невероятную текстуру внутри, оно нежнейшее, как суфле. Короче, готовьте. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами вкусно, интересно и весело. Вам я желаю добра, счастья, готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом, живите вкусно. Всего самого доброго, до новых встреч, пока! Пока!